Кету в Накшатре Ардра и прошлая жизнь. Шестая Накшатра Ардра расположена в знаке Близнецы. Планетарный владыка Раху, главенствующее божество Рудра, символы Накшатры слеза алмаз. Главная звезда Бетельгейзе. Звезда Бетельгейзе находится в левом верхнем углу созвездия Ориона. Древние провидцы считали ее как обитель Рудры, яростной красной формой Шивы, и считалось, что она оказывает сильное влияние на нашу планету. Орион находится посередине галактических врат и рассматривается как вход в нашу галактику. Древние египтяне называли Орион Осириусом, отцом всего человечества. Управляющее божество Рудра могущественный и таинственный. Он божество, чья сила и истинная природа таинственны даже для других богов. Рудра был создан несколькими богами, чтобы добраться до Брахмы, который преследовал свою дочь для продолжения рода. Боги хотели чего-то настолько могущественного, что могло бы свергнуть Брахму. Так проявился Рудра. Он дикий и свирепый бог. Его называют победителем и лучником. Он тот, кто убивает силы тьмы. Он устраняет зло, невежество и призывает к миру. Несмотря на свою свирепую натуру, Рудра также ассоциируется с исцелением и защитой. Он доброжелательный и сострадательный. Рудра буквально означает ревун, воющий плач. У Рудры есть сила, называемая марутами. Это его сыновья. Только он может контролировать их весь негатив. Рудра может принести болезни, но также их и устранить, облегчить страдания и развеять страхи. Он приходит в каждую форму, когда нужно пробуждение и начало новой жизни. Рудра также известен как один из аватаров Шивы. Он бог грома, ветра, шторма и разрушения и ассоциируется с охотниками. Наги и драконы – электрические существа. Они потребляют много энергии и активны во время шторма грома. В этот момент происходят разговоры между могущественными существами, и молитвы или диалог с небесами будет в этот миг очень прямолинейным. Божественная молния очень разумна. Она может или убить человека, или сделать гением. Существует 11 могущественных форм Рудры. Цифра 11 связана с 11 параллелью северной и южной широты от нашего экватора. Это мощные центры для уничтожения тьмы, где происходит много активностей. 11 рудр – это 10 жизненных сил, 5 из которых – органы действий, другие 5 – органы восприятия и их предводитель – ум Манас. Как только эти 11 пран покидают ваше человеческое смертное тело, они заставят ваших родственников плакать. Они становятся рудрами. Ты больше не рудра. Согласно ученым из Гарвардской медицинской школы, чаще всего люди умирают около 11 утра или около 6 вечера. Символ слеза связывает Накшатру со всеми видами скорби. Слеза – это часть очистительного процесса, помогая развеять грусть и освободиться. Мудрые люди говорят, что лучше выплакаться и не подавлять много печали в себе. Всегда лучше выплеснуть все свои эмоции, и это не показывает, что вы слабы. Это естественное лекарство. При рождении важность первого крика, плача, сигнализирует о том, что новорожденный самостоятельно дышит, и началась новая отдельная жизнь. Символ алмаз. О происхождении и возрасте алмазов до сих пор нет точных научных данных. Камни выносятся на поверхность вулканической магмой. Известны метеоритные алмазы внеземного происхождения. Возраст алмазов доходит до миллиардов лет и формируется в условиях экстремально высоких температур и давлений. Адре необходимо пройти много печалей, испытаний, преодолеть житейские бури, невзгоды, и только после этого они смогут извлечь сияющую и сверкающую драгоценность знаний из превратности судьбы. Чтобы стать бриллиантом, необходимо пережить трансформацию. Драгоценные камни поглощают кинетическую, духовную и мистическую энергию вокруг себя и затем передают их тем, кто их носит. Адра обладает способностью поглощать энергии и может использовать их во благо или во зло. Животным Накшатры является волчица или самка собаки. Собака может любить до такой степени, что отдаст за вас свою жизнь. Или может укусить, если кто-то зайдет на ее территорию. Она всегда хочет быть с вами и чувствует себя брошенной, когда вы ее покидаете.
Волки дикие, сообразительные. Они одни из самых умных охотников в дикой природе, обладают ночным видением, отличным слухом и имеют самый сильный укус. Отличительной чертой волка является ночной вой в полнолуние или когда член стаи умирает. Ардра почитает бога Анубиса. Также ее привлекают легенды об оборотнях, вампирах и зомби. Адра имеет множество переводов, таких как зеленый, свежий и влажный. Капли росы символизируют свежесть и обновление. Суть Адры – изменение. Адра – это место, где рождается интеллект. Адра – это вход. Адра – это и выход. Адра – это конец, но также и начало. Первый большой вздох, первая слеза, первый крик, связанный со свежестью, росой, зеленой травой. Потом вспышка, шторм, торнадо, буря. Все это должно закончиться. Боль, страдания, печаль должны выйти наружу. Когда ты рождаешься, ты плачешь, а все ликуют. Адра – это гроза, которая пробуждается от забытия и заставляет нас выть и выкрикивать самый важный вопрос «Почему?». Это первая накшатра, где эмоции встречаются с разумом. Адра бросает свой взор к небесам, где лежат ответы. Адра анализирует, и ей необходимо узнать причину, породившую явление. Интеллектуальность многогранна и всепроникающая. Энергия накшатры сосредоточена на поиске и достижении результата. Рождение происходит для определенной миссии. В прошлой жизни у человека было большое лицо, кудрявые волосы и угрюмый вид. Взгляд был пронизывающий и обращенный вверх. Если был раздражен, то глаза заливались красным цветом. Он мог резко переходить из состояния интенсивной радости, глубокой печали или к чему-то среднему между этими состояниями в течение нескольких минут. Человек часто находился в процессе обдумывания чего-либо, что могло приводить его к отравляющим мыслям и путанице, но также и к открытию сокровищ знаний. Пребывание в постоянной трансформации было типичным для него состоянием. Он имел хорошую память и быстро реагировал на цифры и факты. Внешне был спокоен, но внутри всегда бушевали бури. Его жизнь была полна больших перемен. Был эмоциональным и заботливым человеком, готовым сделать все для близких, но прошел через эмоциональную боль, произошло какое-то событие, в котором трагически погибли члены семьи, произошла потеря всего. Человек был верный в делах, но в ответ его обманули. Это произвело огромное влияние на его жизнь, и он решил изолироваться от общества. Его мучила скрытая боль. На протяжении жизни жил прошлым и был не в состоянии забыть негативные моменты, много времени проводил в слезах. Иногда вспышки гнева захлестывали его, и он принимал импульсивные решения. В этот момент мог бросать вещи и причинить насилие. Чтобы победить свои внутренние страхи и понять, что ничего в мире ему не принадлежит, он занимался вамачарой, тантрой, относящейся к пути левой руки. В нетрадиционной эзотерике он искал ответы на свой вопрос «Почему?». Также ему близки были шаманы, и много времени проводил с ними, познавая их природу и изучая их практики. Он бродил по лесам и горам со своей верной собакой в поисках ответов и исцеления не только на уровне тела, но и души. Был в Гималаях, искал Шиву, его завораживал танец тандава. Также изучал буддизм и буддийскую медицину. Он чувствовал, что он родился не в своем теле в этом мире и мог испытывать неосознанные выходы из тела. Его тянуло к другой земле, к другим сообществам, которые его ценили. Могла проявиться карма, связанная с кожей, а именно в виде скинуокера. Идентифицировал призраков, мог охотиться за привидениями или за торнадо и штормами. Он улавливал быстрые энергии. Его тянуло к кладбищам, к местам катастроф. В городе он предпочитал путешествовать железными дорогами и метро. В пищу всегда добавлял черный перец или имбирь. Любил есть чернику. Пройдя через много трансформаций, скитаний, раздумий, он обрел духовное пробуждение и получил очищение своей плохой кармы. Понял реальность вещей и смысл бытия, осознал, что когда его покидают люди, то их убирают из его жизни, чтобы мог войти Бог. Значит, счастье
приходит в его жизнь. Лечебные средства. Дождь– это божественное явление и считается прямым благословением. Дождь – средство правовой защиты, и дождевая вода используется для пуджи или на вашем алтаре. В дождливые дни ваши молитвы легко удовлетворяются. Молитвы будут услышаны, так как идет прямой контакт с Богом. Полезно заниматься практиками медитации, музыкальная терапия, цветотерапия, пранаяма, поклонение Шиве и изучение танца тандава. Данный танец поможет устранить много негатива. Наличие собаки, которая будет уравновешивать хаотичную энергию. Посещение уединенных мест, где еще присутствует дикая природа, так как там есть скрытая энергия. Ношение одежды красных, зеленых и сияющих металлических оттенков, имитирующих молнию. Мантры рудры и наличие четок из рудракши. Занятия аюрведой. Для благосостояния необходимо контролировать свою речь и разум. Не клясться, так как это приведет к потере денег. 21 июня отмечается Международный день йоги, когда Солнце находится в Адре. Космический танец Шивы происходит в полнолуние в Накшатре Адра. Профессии. Математики, аналитики и исследователи, ученые, глубокие мыслители и философы, инженеры-электрики, звукотехники, работники фармацевтической, химической и ядерной промышленности, мясники и работники фастфуда, специалисты по глазам и мозгу, целители, шаманы, каскадеры, снайперы, наемные убийцы и наркодилеры, политики и манипуляторы. 4 пады Ардры. Стрелец. Человек занимается исследованиями, приобретает мудрость, и его звезда засияет в этой жизни. Козерог. Эффективно и профессионально будет выполнять свою работу, но внутри у человека будет заниженная самооценка и будет страдать от негативного мышления. Человек бескорыстен, скромный, добрый, помогающий другим. Водолей. Человек должен больше прислушиваться к своему внутреннему голосу, а не к логике. Во второй половине жизни может почувствовать отрезанным себя от друзей, будет выполнять любой вид социального служения. Рыбы. Хороший интеллект и логика. Во второй половине жизни человек станет очень духовным и почувствует себя спокойным. Бури, все негативы и страхи закончатся и достигнет состояния счастья, мира и чистоты.